В деревнях Северной Аргентины или Бразилии, Мексики или Боливии можно иногда видеть ребятишек, играющих большим и тяжелым шаром. Один путешественник рассказывал, что был поражен и даже немного напуган, увидев, как такой шар, когда ребята оставили его, вдруг развернулся и не торопясь заковылял куда-то на своих коротких ножках. Эта игрушка оказалась броненосцем, или как называют его в Южной и Центральной Америке, армадилом. В переводе с испанского это значит «несущий доспехи». Броненосцы – единственные живые представители отряда панцирных. Это часть большой южноамериканской ветви млекопитающих – синартр. Туда же входят муравьеды и ленивцы. Они появились еще в палеогене, а рядом с их предками по саваннам ходили чудовищные глиптодонты – млекопитающие размером с маленький автомобиль, покрытые цельным куполообразным панцирем. Сегодня все гораздо скромнее. Живых видов броненосцев около 20. И да, броненосцы не желают отставать от своих сородичей, ленивцев и муравьедов, и тоже хотят быть в чем-то оригинальными. Но в чем? Длинный и клейкий язык? Он есть у муравьедов. Умение свертываться клубком – это умеют и ежи. Доспехи есть и у черепахи. А вот иметь одновременно и длинный язык, как у муравьедов, костный панцирь, как у черепахи, и при этом еще и свертываться в клубок, как еж, на это способны лишь броненосцы. И главная особенность броненосца – это панцирь. Он не как у черепахи, а совсем свой, млекопитающий. На спине, боках, голове и хвосте лежит мозаика из маленьких костных пластин – остеодерм. Сверху все это покрыто роговым слоем, как ноготь. Пластины уложены рядами, между ними полоски более мягкой кожи с коллагеном, которые работают как шарниры. Отсюда появляются знаменитые пояса. У девятипоясного броненосца их обычно 8-11, у других больше или меньше. Некоторые виды, например трехполосные телепеуты, умеют сворачиваться почти в шар, защелкивая панцирь вокруг себя. Классический девятипоясный такого не может. Пластин слишком много, шар не складывается. У розового броненосца панцирь вообще прикреплен к телу только тонкой мембраной вдоль хребта, как гибкая накладка. Это не статический щит, а подвижная крыша над телом. А когда броненосец бежит или сворачивается, его пластины чуть изгибаются, трутся друг от друга и о соединительную ткань. Отсюда тихое потрескивание или поскрипывание, которое можно услышать рядом с животным. У них есть и другие особенности, например, сильные колебания температуры тела, зависящие от температуры окружающего воздуха, или сниженный по сравнению с другими животными обмен веществ. При опасности броненосцы не всегда сворачиваются в клубок, иногда они прячутся в какую-нибудь ямку или нору, плотно прижав свое незащищенное брюхо и крепко вцепившись когтями в землю. Оторвать броненосца в это время от земли очень трудно. Они подставляют врагу свой крепкий панцирь. Если же нет подходящего углубления, броненосцы могут быстро вырыть яму, причем работают лапами, не переводя дыхание в буквальном смысле слова. Несколько минут совершенно не дышат, чтобы не задохнуться в пыли, которую поднимают во время работы. Способность задерживать дыхание помогает некоторым броненосцам спасаться от врагов в водоемах. Они уходят в воду, ложатся на дно или бегут по дну, выбираясь на берег далеко от преследователя. Кстати, норы броненосцев не только их собственное жилье. В них селятся змеи, ящерицы, опоссумы, грызуны и совы. В случае гигантского броненосца его огромные норы превращаются в целые подземные общежития для десятков видов позвоночных. Броненосцы хоть и живут рядом с людьми, хоть и довольно легко приручаются, причем настолько, что некоторые держат на фермах как истребители вредных насекомых, изучены недостаточно. Особенно самые маленькие, до 18 сантиметров, плащеносные. Самые крупные, объединенные в группу больших броненосцев, изучены лучше, чем плащеносные, хотя тоже еще недостаточно. И неизвестно, будут ли изучены по-настоящему. Слишком активно истребляют их местные жители. У людей есть основания быть недовольными этими зверями. Питаясь насекомыми, в частности термитами и муравьями, броненосцы не только взламывают термитники и разрушают муравейники, но и перекапывают поля, взрыхляют лесные поляны, опушки, иногда губят целые рощи. Если учесть, что большой броненосец в длину может достигать метра, а весить 50 килограммов, аппетит у него колоссальный, то можно представить себе размеры разрушительной деятельности. Другие броненосцы этой группы не такие крупные, но и они активно роют землю.
Большинство броненосцев одиночки. Каждый взрослый зверь имеет свой участок с сетью нор. Участки могут частично перекрываться, но прямого общения немного. Встречается в основном в брачный сезон. Когда дело доходит до потомства, броненосцы показывают одну из самых странных особенностей среди млекопитающих. Помимо задержанной беременности, которая есть у многих животных, у девятипоясного броненосца известен феномен генетически идентичных близнецов. Одна оплодотворенная яйцеклетка дробится на 4, иногда больше эмбрионов, и на свет появляются 4 почти полностью одинаковых детеныша, фактически клоны друг друга. Это один из крайне редких примеров постоянно естественного клонирования у млекопитающих. Детеныши рождаются с мягкими розовыми пластинами, которые затем костенеют. Первое время они сидят в норе, питаясь молоком, а потом начинают выходить с матерью на кормежку. Живут на просторах Америки маленькие бронетранспортеры от 8 до 12 лет. К сожалению, многие виды броненосцев находятся на грани исчезновения. Даже если броненосцы не вредят людям, их все равно преследуют. Даже твердопанцирных, которые держат на фермах как активных истребителей насекомых. Мясо их едят, а из панцирей делают музыкальные инструменты и сувениры. А ведь если убрать броненосцев, мир станет внешне не сильно другим, но под ногами все изменится. Их норы и копания улучшают структуру грунта, способствуют проникновению воды и кислорода. Они контролируют численность насекомых, в том числе термитов и муравьев, и одновременно служат добычей ягуарам, крупным кошкам, кайманам и удавам. Норы броненосцев – убежище для десятков других видов, от ящериц до сов, особенно в сухих и жарких регионах, где каждая тень на счету. Так давайте беречь этот маленький бронетранспортер, как и остальной животный мир планеты Земля. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планета Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии о том, какое бы животное вы хотели бы увидеть в следующем видео, и делиться этим видео с друзьями. Это очень помогает развитию нашего небольшого сообщества. Подписывайтесь на наши паблики по ссылкам в описании к видео. Там много интересного. С вами канал о животных ЗУ. Мы собираем большую видеоэнциклопедию про все виды животных планеты. Любите природу вместе с нами. До скорых встреч!